Представители знака зодиака, Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз, гороскоп, август 2023 года. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем реалистами, конечно. Карты не расскажут о личной истории каждого, и это не повод принимать важные решения какие-то. Но я думаю, образы карт и подсказки вашей интуиции в целом сложатся в какой-то пазл или дадут вам какой-то инсайт. Итак, мы разделим этот месяц условно на 3 декады, а после каждую декаду раскроем по основным сферам жизни. Что для вас хотят сказать карты? Итак, первые 10 дней. Вторая декада. И третья декада. Давайте сразу достанем карты по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, первая декада. Финансы, личная жизнь. Вторая декада по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Что у нас с финансами и в личной жизни. И третья декада. Дела, работа, бизнес. Как видят карты финансы в этот период и что у нас в личной жизни. Давайте будем смотреть. Итак, первая декада. Ну, все под контролем. Конечно, это может быть конкретный человек, который рожден под знаком зодиака, стихии Земли, телец, Дева, Козерог. Или, может быть, у человека там асцендент, а может и по Луне. Такое тоже запросто может быть. С учетом того, что у нас сейчас и Венера ретроградная, и, надо сказать, 23 июля присоединится. Правда, это июль еще, но где-то с заходом на август, особенно на начало, может проиграться этот момент, когда к Меркурию присоединяется Лилит или Черная Луна. Вот такие изменения. И надо сказать, еще и к Солнцу у нас 22-го тоже Лилит присоединяется. И тут вот какие-то события могут, словно мои дорогие водолеи, которые были в конце июля, иметь продолжение в начале августа. Но вообще, я должна сказать, король Пентаклей – это всегда стабильность, надежность, когда у нас все под контролем, когда мы надеемся сами на себя, когда с финансами полный порядок, и когда мы не доверяем каким-то пространным речам или каким-то обещаниям. Мы видим, что есть по факту. Мы настроены на то, чтобы сохранять наши позиции. И тогда, какие бы неожиданности вокруг нас не происходили, опять же, мы держим все под контролем, мы просто уверены сами в себе, в хорошем смысле. И, кстати, не торопим какие-то события, не педалируем какую-то ситуацию, мы сначала проанализируем. Дела, работа, бизнес. Ну, работы будет много. Хотя, если с энергетикой короля Пентаклей вы как раз сможете выдержать даже какое-то нервное напряжение, так и физическую нагрузку. Может быть, карта нам, конечно, говорит, ты то, что можешь делегировать, или ту работу, которую кто-то может сделать другой, а не вы, может быть, рутинные какие-то обязанности, все-таки целесообразно перепоручить. Мы должны чувствовать себя более ресурсными. Это будет для вас важно. Но как будто карта говорит, ты завершишь все-таки десятка, да, какие-то дела или то, что ты себе поставил в план, у тебя получится сделать, но, правда, ценой каких-то определенных усилий. Ну, как-то вот тяжеловато может быть, да, поэтому отдыхайте.
На деньги у нас выпадают деньги, девятка пентаклей, сами по себе деньги, но это число 9 по нумерологии, преддверие перемен. И будьте внимательны, вот как раз у нас Венера ретроградная до 4 сентября, весь август, и есть постоянный, как бы в течение всего месяца, есть опасность, риск, что мы словно потратим деньги не в том направлении, куда нужно, или вложимся во что-то, а потом либо прогорит, либо придем мы к выводу, что да не нужна нам эта вещь, не нужна была эта покупка, поэтому деньги мы не тратим. И по девятке будут впереди перемены, нам эти деньги как будто понадобятся. Но финансы в порядок, повторяюсь. И восьмерка пентаклей одна из лучших карт на работу и на деньги. Правда, десятка жезлов не случайно, наверное, выпала. Много работы для вас. Но это и карта прогресса. Нам показывает профессионала, который буквально кует пентакли. И он здесь изображен как будто маг. Пентакливый где-то так, да. И поэтому эта карта на прогресс уже обещает, как возможно, либо увеличение наших заработков, либо будет изменение в нашем статусе, может быть, как получение новой должности, или мы что-то тут изменим в способах зарабатывания денег, но наперед с каким-то прогрессом нам уже какую-то, ну, интересную составляющую нашей жизни карта уже обещает, и она как раз, увы, не про чувства говорит, не про личную жизнь, мои дорогие водолеи, а что больше мы будем уделять внимание делам, работе, бизнесу, деньгам. Ну вот как-то так. Может быть, это сейчас будет в приоритете. Давайте посмотрим, что середина месяца. А тут может быть, знаете, какая-то турбулентность. Или много информации. Или люди из прошлого, да, по ретроградной Венере могут к нам вернуться, и кто-то может попытаться возобновить конфликт или пытаться нам что-то доказать, а карта нам говорит: держись сторонним наблюдателем. Кто бы что ни думал, сохраняйте собственные принципы. И знаете, с одной стороны, по этой карте у нас как будто будет достаточно сил парировать, если это необходимо. Но целесообразность, а надо ли? Вот такой вопрос в течение середины августа. Наверное, это ведь центральная карта. Нужно задавать самому себе перед тем, как что-то сделать. И будь то это дела, работа, бизнес, или будь то трата денег, а может быть и какие-то вопросы в вашей личной жизни, но тоже надо у себя спрашивать, а нужно ли, а важно ли для меня это дело. Не поддаться где-то, понимаете, импульсу здесь будет важно. Дела, работа, бизнес, а здесь нам про любовь. А с другой стороны, это когда больше, знаете, таких, ну, где-то миротворческих энергий, или больше будет в приоритете наша способность с кем-то договариваться. Это не обязательно значит, что мы с кем-то соглашаемся, но может быть какое-то соломоново решение благодаря вот таким более мягким, но диалоговым энергиям вам придется принять. И знаете, эта позиция для вас будет более выигрышна. Вы где-то сохраните силы. Здесь вот нам показали дела, работа, бизнес, что может так сложиться, какое-то решение вопроса упрется словно в какой-то барьер, в какое-то препятствие. А вот обойти этот барьер и сделать все равно что-то по-своему. Найти, значит, способы, варианты, с кем договориться, оформить документ или что-то для себя совершить. Мы сможем именно в более таких, ну, коммуницирующих энергиях. Хотя для кого-то из вас просто вы будете, может быть, оформлять ваши отношения, ведь двойка кубков – это карта любви. Но у вас она выпадает дела, работа, бизнес, и это не только про любовь, а это еще и именно больше, знаете, такие партнерские отношения, которые основаны на искренности. Могут и люди, кстати, которым вы доверяете, вам помочь в решении каких-то вопросов, бумажных, может быть, или в каком-то деле. Такое тоже может проиграться, может быть, ваш партнер. Или вы с партнером что-то задумаете. Но есть, безусловно, какой-то контакт, диалог, взаимодействие. Что у нас по финансам? Личная жизнь у нас еще продолжается. Это могут быть как и деньги партнера или какая-то помощь. Но король кубков – это придворные карты двора. И часто проходят именно наши супруги, либо наши люди близкие. И, видимо,
как и помощь, в чем-то это может свидетельствовать, так и ваши, может быть, дальнейшие планы. И я бы сказала, с деньгами будет порядок. Вообще нам говорят, достаточно сам по себе ровный период. Мы сейчас откроем еще одну карту на личную жизнь, хотя нам-то как раз и говорят, что у вас сейчас в личной жизни, ну, где-то как минимум или штиль, или порядок. Не меняется что-то, когда мы все же больше остаемся довольными. Может быть, у кого-то это совпадет вообще с периодом отпуска, когда нужно оставить где-то в стороне свои, ну, честолюбивые, может быть, даже планы, а уделить внимание любимому человеку, мои дорогие. Не обострять какие-то вопросы, по которым вы даже не договорились, как будто это не имеет значения. И вот мы говорили, спрашивать у себя, а надо ли, может быть, доказывать какую-то свою точку зрения, или продолжать, ну, где-то противостояние. Вот тут тоже такой выбор может быть перед вами. Уделите внимание своим близким или самому себе, где-то отдохните. Прекрасный период, нам говорят, несмотря на то, что может быть и вокруг какая-то турбулентность, но лично для вас как раз больше позитива. И вы можете принять какое-то решение вот на личной жизни, правда. Тут как предложение может проиграться. Или вы окончательно придете к выводу, мы встречались, и вот теперь будем оформлять отношения, или жить вместе, или семейный бизнес, почему нет? Ведь по королю кубков проигрывается не только чувство, но и еще и деньги. И у вас это выпадает на деньги. Поэтому вполне вероятно, вы со своим партнером можете, по крайней мере, продумать какой-то проект. Словно, знаете, вот идея, инсайт может родиться. Может быть, как раз это будет ваша где-то идея, а вас партнер поддержит. Или какую-то вашу задумку наперед тоже могут поддержать. И именно благодаря своим, ну, какому-то особому видению. Мои дорогие водолеи, вы ведь, правда, видите из области рационального часто такие моменты, которые другие, ну, не придали бы даже значения. Значит, правильно подать себя, свою мысль, не настаивая на чем-то, потому что тут как будто нам уже по семерке жезлов говорят, что тут не сильную позицию надо где-то продавливать, а больше объяснять, чтобы быть правильно понятым. Для вас это хоть чего бы ни касалось, либо по работе, либо вы пошли решать вопросы по документам или в какие-то инстанции, или в личной жизни. Вам именно придется быть где-то больше с позиции учителя, когда объяснять, каким образом вы видите это дело. Причем объяснять достаточно терпеливо. Поэтому хоть и по тузу жезлов это огненная энергия, это какое-то наше решение окончательное, но чтобы быть правильно понятым, может быть, придется буквально разжевывать кому-то. Вот к этому приготовьтесь. Но вообще очень приятный период, правда. А у кого-то проиграется как новое чувство, может быть, и знакомство. Почему нет? Хотя напрямую карты об этом не говорят. Но мы ведь не знаем, правда, как у нас распорядится Вселенная, какие она нам сюрпризы в хорошем смысле предоставит, или какие врата, каких людей мы встретим на пути. И заключительный этап месяца. Вы будете подводить итоги. Вам выпадает карта трансформации. Я надеюсь, все правильно понимают. 13-й аркан – это как раз про трансформацию. Нет возврата к старому. Поэтому очень правильно будет, если вы что-то, знаете, такое конкретное будете где-то с начала, может быть, даже августа, либо притворять в жизнь, либо как минимум задумаете, будете этот проект просчитывать или где-то узнавать, как это оформить, да, или, ну, это может касаться любой сферы жизни, потому что что-то неизбежно заканчивается, и вы словно придете к окончанию августа уже ресурсным, и в то же время столкнетесь с какой-то реальностью, когда нет возврата к прошлому, но есть вариант какой-то совершить плавный переход. Давайте посмотрим дела, работы, бизнес. Тут может быть, как знаете, противоречивая информация. Это информационного хаоса называют эту карту пятерка жезлов, потому что нет как таковой, ну, драки там, да, или вот нам показывают, вроде с жезлами создается впечатление, что люди, ну, как-то пытаются доказать друг другу, но больше похоже на соревнование эта позиция, и
Она говорит, что противостояние-то есть, разные взгляды есть, информация где-то противоречивая, она тоже есть. И у вас выпадают дела, работа, бизнес. И вот в этом хаосе разобраться будет достаточно сложно. А мы словно по 13-му аркану исследуем непознанную землю без карты. У кого-то, правда, даже переезд может проиграться. И где-то придется адаптироваться в новых условиях. Но я бы сказала, и новые условия сложатся даже или могут сложиться в той обстановке, которая для вас знакома. А тут, может быть, правила какие-то меняются. Но нет пока еще какой-то стройной системы, нет логической цепочки развития событий. Есть какая-то турбулентность, и тут мы на это не влияем. Поэтому держите руку на пульсе, будьте хладнокровны, потому что когда выпадает 13-й аркан, это мы нарабатываем новый опыт. Старый нам не пригодится. Мы, если будем что-то делать по старому шаблону, результат будет нулевой. А тут с каким-то новым подходом. И нам придется как и взаимодействовать с людьми. Или, может быть, окружение ваше как-то меняется тоже. И вторично на вас новые формы сотрудничества вынуждают вас искать. И так ведь тоже может быть. Поэтому чего бы ни касалось, либо физического перемещения, либо изменения, допустим, на работе, изменения в обстоятельствах, ведь это старший аркан. И обстановка вокруг нас именно меняется. Может быть, руководитель один вот поменялся на работе, да, и уже как новая метла по-новому метет какие-то новые правила, пока что-то непонятно, но вроде как научиться в этом фарватере плыть нам приходится. И это тоже будет за собой как бы или вас вынуждать, чтобы мы какой-то свой новый порядок начали отстраивать. Или ну, в новых условиях свое место под солнцем нам придется искать. Может быть, и так тоже проиграется. Но у каждого, повторюсь, по-разному. Что у нас по финансам? Тоже будут какие-то перемены. Здесь, правда, нам карта говорит и на финансы, как по 13-му аркану, так и по 7-му колесница. Отпускай все то, что уходит из твоей жизни. Не имеет значения. Ни какая-то парадигма привычная наших действий или взаимодействий с людьми, ни какой-то, знаете, даже может быть ритм жизненный. Тут многое может поменяться. И встречай все то новое, что входит на твой порог или в твое жизненное пространство в целом. И по финансам здесь новые способы заработка. И где-то, может быть, прежние схемы не будут работать, это тоже примите во внимание. Поэтому если где-то, повторяюсь, мы словно предчувствуем, вот своя интуиция наша или шестое чувство может нам давать какие-то подсказки, и вот в середине месяца может ведь быть такая подсказка конкретная. Я уже точно как будто могу предполагать, куда ветер дует, чем дело закончится, если уже какие-то перемены словно, ну, на пороге, правда. И поэтому будем действовать по ситуации, без всяких эмоций. Тут, знаете, невозможно что-то изменить и где-то удержать от нашего правильного взаимодействия с людьми или в той обстановке, в которой мы окажемся, или с теми обстоятельствами, которые будут нас окружать. Вот именно правильно где-то адаптироваться к новым условиям игры. Вся жизнь игра. Вот это задача. И это будет влечь в какие-то за собой изменения, наверное, по всем сферам жизни. Вот, наверное, как не участвовать в какой-то конфронтации, противостоянии, да, не быть вовлеченным в какую-то неразбериху, понимаете, дополнительно себе не добавлять, ну, какого-то хаоса в жизни. Вот это тоже будет важно. Иначе мы где-то можем застрять. Мы можем сожалеть, на личную жизнь нам выпадает, вспоминая что-то прошлое. Может быть, мы что-то сделали неправильно. А карта-то ведь нам говорит, приведи просто себя самого в порядок. Девятка мечей – это карта ночных страхов. Это то, чего нет. Реальность, нам говорят, другая. Не сравнивай с каким-то предыдущим периодом жизни и вообще не вспоминай о прошлом. Как бы не было болезненно, или что ты там успел, не успел сделать, сложилось или не сложилось. Вот есть какая-то реальность, и вам нужно в конце августа, мои дорогие водолеи, именно принять, что реальность сама по себе меняется. Это вот то, что никогда не будет как прежде. Ну вот есть какая-то такая цикличность. Давайте я достану, мне очень хочется карту совет.
Два таких судьбоносных аркана, у каждого по-своему проиграется. Тут, наверное, будет действительно от нашей какой-то правильной адаптации зависеть, ну, начиная от направления или последующих действий наших в нашей жизни, так и буквально финансовой стабильности. И что мы можем реализовать вообще. Давайте как карту совет. И тем не менее, посмотрите, праздник после победы, мои дорогие водолеи. Наверное, вот все то, что я перечислила, несмотря на какую-то турбулентность, вы отстраиваете то место уюта и комфорта, стабильности места. Это может касаться вашего жилища, как, знаете, дом моя крепость, какая-то цитадель. Это ваши близкие могут быть, буквально семья, когда мы все вместе. Может быть, правда, у кого-то сложится так, что переедете туда с учетом арканов колесницы, куда раньше не собирались. Или будете действовать по ситуации. Нет никаких эмоций, ни плюс, ни минус, никто что говорит. Анализировать всю информацию по пятерке жезлов мы как будто должны, потому что мы можем случайно узнать тайну. Вот, кстати, это значение, примите во внимание. Случайно кто-то проболтался. А если мы держим руку на пульсе и вот так, знаете, цепки на ухо ловим, что говорят, не для того, чтобы сразу действовать, а для того, чтобы проанализировать и применить к себе. Для меня это как проигрывается. Тогда мы можем многое предвидеть и проанализировать, и правильные, вовремя, самое главное, действия какие-то предпринять. Но отстроить вот какой-то свой островок стабильности, безопасности, порядка, надежности вы как будто можете. И сохраняем все то, что мы имеем, все то, что нам дорого, все то, чего мы достигли. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы и любимы всегда.